Михаил Ламтадзе, председатель правления Каспи банка, выпускник Гарвардской бизнес-школы, работал партнером в ведущем фонде прямых инвестиций Беринг Восток Capital Partners. В 2006 году сделал инвестицию в Каспи банк в Казахстане, а через год стал председателем правления. За 10 лет сумел превратить обыкновенный универсальный банк в уникальную экосистему, сервисами которой пользуются 5 миллионов клиентов. Добрый день, Михаил. Рада встрече. Ну что, побеседуем? Каспи банк сегодня представляет собой уникальную экосистему, в которой объединили и традиционные банковские услуги, и маркетплейс. Как вам пришла в голову такая идея? Миссию, которую мы для себя сформулировали, это создание инновационных сервисов, которые улучшают жизнь нашим любимым клиентам. И улучшение жизни – это или экономия времени, или экономия денег. Соответственно, большинство сервисов, которые мы разрабатываем, они соответствуют этой миссии. А идеи, которые у нас рождаются, они в первую очередь источником и вдохновлением является или наш собственный опыт, нам что-то не нравится, например, там, допустим, как оплачиваются платежи, надо стоять в очередях и платить комиссии, или то, что нельзя сравнить там цены различных товаров в одном месте. Вот все это на собственном опыте и обратной связи от наших клиентов или примеров других зарубежных компаний. Мы берем эти идеи и начинаем их реализовывать для наших клиентов, чтобы им было проще и лучше жить. Сейчас очень модно нанимать консультантов. Вы так поступаете или сами все придумываете, разрабатываете? Все идеи, которые у нас рождаются, все бизнес, которые мы запускаем, генерируются нами самими, нашей командой. Самое главное, что нас может отличать, в первую очередь, это такое безумное стремление, внимание там, к деталям, к дизайну, к пользовательскому опыту, к технологиям, которые мы применяем как раз для того, чтобы эти идеи реализовать. Наши клиенты пользуются всеми сервисами от финансовых услуг до покупки товаров онлайн, до оплаты коммунальных платежей, управления своими финансами онлайн, до нахождения месторасположения там, лучших магазинов в городе онлайн. Вот такого рода комбинации сервисов нету нигде в мире. Это совершенно такое, уникальная экосистема, которая в успешной реализации не существует нигде. Мы похожи, если был бы, допустим, Amazon, и у него был банк. Это то же самое, что под одной крышей собрать там Amazon, там собрать PayPal, там собрать, я не знаю, там розничный банк с огромной сеткой, да, собрать онлайн-банк, вот, TripAdvisor собрать, то есть вот наш сервис, который помогает людям подобрать себе лучший магазин, это очень похоже на то, что TripAdvisor вам делает при возможности подобрать лучший ресторан. Каспи, у которого есть и банк, и магазин, и онлайн-платежи, и программа лояльности, и карты, на которых можно выбрать магазин, и покупки в рассрочку в офлайн, и покупки рассрочки в онлайне. То есть все это как бы мы собрали под одним брендом. Каспи также является уникальным в том, что у нас приложение существует только в одном единственном виде. И в это приложение, если вы зайдете, нажмете на кнопочку на своем телефоне, за этой кнопочкой будут стоять все сервисы от банковских до интернет-магазина. Расскажите подробнее про эту экосистему, что в нее входит, какие составляющие? Первое – это управление личными финансами онлайн. А второе – это покупка различных товаров онлайн с доставкой домой. Вы также можете оплачивать различные услуги, коммунальные услуги, там, мобильный, детский садик и так далее, тоже онлайн, без комиссии. Вы также можете посмотреть на карте месторасположение лучших магазинов города, посмотреть там, где есть скидки. И если вы являетесь участником клуба Каспи Ред, вы можете пойти в любом из этих магазинов, сделать покупку в рассрочку, без процентов, без комиссии, без предоплаты. И также у нас есть, конечно же, целый набор банковских услуг. Набор довольно разнообразных сервисов, но в голове нашего пользователя это один бренд, это одна компания, которая все эти сервисы создает для того, чтобы было легко и просто ими пользоваться. И, конечно, самая основная наша такая компетенция – это то, что мы умеем брать как сложные пользовательские задачи, разбивать их на простой пользовательский опыт и потом стараться нашим клиентам предлагать эти сервисы, чтобы они им сразу пользовались. То есть практически все сервисы, которые мы запускаем, пользуются очень большой популярностью. У нас около 5 миллионов клиентов, а в нашей экосистеме в Казахстане около 18 миллионов людей. Набор сервисов и услуг, которые в первую очередь вокруг одного клиента, и во вторую, каждый из них поддерживает друг друга. И с одной стороны мы развиваем экосистему, а с другой стороны мы замеряем ее здоровье. Сервисы, которые мы делаем, они должны отвечать нашей миссии, да, это улучшать жизнь нашим клиентам. Соответственно, мы постоянно замеряем, какое мнение наши клиенты имеют о наших сервисах. То есть мы задаем им очень простой вопрос: порекомендуете вы своим близким и родным Каспи и наш продукт?
И после этого на основе обратной связи мы начинаем понимать, то есть если большое количество людей рекомендует и с любовью о нашем продукте отзывается, значит этот продукт отличный, мы его продолжаем дальше развивать и улучшать. Самый хороший пример с точки зрения, допустим, продукта, от которого мы отказались, который не соответствовал нашей миссии, это кредитные карты. Мы были одним из самых больших игроков в Казахстане в кредитных картах, и где-то около 4-5 лет назад, после того, как мы посмотрели, что происходит с клиентским опытом, мы поняли, что кредитные карты никаким образом не улучшают жизнь, особенно в ситуациях, когда пользователи не совсем понимают до конца, как пользоваться кредитной картой, подходят к банкомату и снимают деньги. И в результате никогда не могут расплатиться со своим кредитом. Мы приостановили этот бизнес и недополучили, может, там 100-150 миллионов долларов чистой прибыли. Но это жесткое решение было принято, потому что этот продукт не соответствовал нашей миссии. Каждая компания и бренд – это как человек. Если вы о каком-то человеке хорошо думаете, то, в принципе, все его предложения и рекомендации, которые он вам дает, вы совершенно по-другому воспринимаете. Вот. И очень важно, чтобы наши пользователи нас любили и о нас хорошо думали. И в основе этого лежит конкретный план действий. То есть мы делаем реально крутые продукты, которые улучшают жизнь. В рамках такой масштабной экосистемы вы аккумулируете очень большие объемы информации. Как вы их обрабатываете и какие сервисы на основе этих данных планируете, может быть, в будущем запустить? Мы такая супертехнологическая компания, да? То есть на самом деле у финансовых институтов с точки зрения возможности работать с данными, их намного больше, чем у любой другой технологической компании по одной простой причине, что финансы – это фактическая информация. Если мы возьмем, например, Google, Яндекс, очень часто это поведенческая информация. В нашем случае это комбинация поведенческого и фактического. Применение технологий в нашем случае. Допустим, мы хотим сделать таким образом, чтобы наши любимые клиенты могли с банкомата снимать деньги. Быстрее, удобнее. Соответственно, мы создаем эту возможность, а в основе этой технологии лежит технология распознавания лиц. Когда наш пользователь подойдет к нашему банкомату, то в результате применения этой технологии мы сможем подтвердить, это является Мария или это не является Марией. Если это Мария, соответственно, мы сможем упростить процесс получения вами денег. То есть вместо пин-кода? В том числе вместо пин-кода, да. То есть мы делаем разные комбинации. Самое главное, чтобы нашим клиентам было как можно более удобно снимать деньги. Это один пример. Второй пример, совершенно уникальный продукт, это онлайн-кредит. То есть в основе нашего интернет-магазина лежит уникальный, самый популярный кредит на покупки и покупки в рассрочке, которые есть в Казахстане. Приблизительно около 2,5 миллионов покупок происходит в Казахстане с этим кредитом. Это приблизительно 30-40%, например, электроники. В основе фундамент этого продукта – это возможность получить этот кредит за 15 минут. В большинстве банков по всему миру невозможно получить именную карточку в течение 5-10 минут. Мы запустили моментальный выпуск карточек во всех наших отделениях. Получили потрясающие отзывы. Интересен ли вам российский рынок? Собираетесь ли вы на него выходить? И с какими компаниями, может быть, хотели бы обменяться опытом, сотрудничать? Большой рынок. Тем более с экономическим союзом это становится таким довольно интересным направлением. Да, у нас есть идеи, нас интересуют различные направления, да, мы периодически очень активно смотрим. У нас, например, рынок подержанных автомобилей, очень, допустим, интересное направление. В Казахстане у нас также есть стратегическое партнерство и сотрудничество с колесами. Это как Автору, грубо говоря, но в Казахстане самый большой маркетплейс автомобилей. И мы делаем уникальные проекты между Каспи и колесами. И тематика поддержанных автомобилей в принципе интересна. Что из себя представляет, на ваш взгляд, банк будущего и какая в связи с этим стратегия у Каспи банка? Для меня не существует какого-то термина «банк будущего». Да? Для меня существует термин «компания будущего». Это те компании, которые каждый день доказывают клиентам, что они делают уникальные крутые сервисы, вне зависимости от сферы, от которых клиенты получают потрясающие ощущения, оставляют восторженные отзывы. Потому что в сегодняшнем мире с развитием технологий и социальных сетей каждый клиент вам дает обратную связь. Но он дает вам обратную связь не только вам, он дает всем. Понимаете? И если вы не уделяете достаточно внимания тому, чтобы у вас были крутые продукты, рано или поздно вы этих клиентов потеряете. Поэтому я считаю, что компании будущего – это те компании, которые не гонятся за прибылью, не гонятся за доходами, а делают все для того, чтобы удовлетворять потребности клиентов, делать их счастливыми, а прибыль и доходы являются результатом их деятельности. Михаил, спасибо вам за интервью. Я вам желаю только хороших отзывов от ваших клиентов. Спасибо вам.